Независимо от того, сколько людей приходит и уходит из жизни единственного голливудского пирата нашего времени Джонни Деппа, у него есть настоящий друг, кто был рядом с ним с тех самых пор, как жизнь всеобщего любимца захлестнулись самые темные времена. Это его поклонники и сторонники, которые не придали значения уродливому и горькому суду в Великобритании, испытаниям и обвинениям звезды пиратов Карибского моря и по-прежнему идут со своим любимцем через все преграды, предпочитая верить в мистера Деппа и себя. Теперь эта вера и поддержка привели к невероятной удаче в актерской карьере Джонни Деппа, возвращению к жизни, а также его победе на Оскаре. Отблагодарите автора, набрав 50 тысяч подписчиков на канале Файлы Джонни Деппа. И обязательно досмотрите это видео до конца. Привет, друзья! Вы смотрите файлы Джонни Деппа. Да, вы не ослышались, это точно. Джонни Депп добился успеха и победы, и такое огромное достижение в его жизни связано с его поклонниками. Жизнь Джонни и Эмбер после развода была притчей во языцах в течение нескольких лет. Талантливый актер, сыгравший многие известные роли и не сходивший с полос маститых изданий мира, вмиг стал изгоем, а мы стали свидетелями стремительного падения его актерской карьеры после громких судебных баталий из-за обвинений бывшей жены. Джонни Депп познакомился с Эмбер на съемках в 2009 году фильма «Ромовый дневник». Он был мгновенно сражен красотой девушки, что вскоре привело к началу их легендарных отношений. Скоротечный брак актеров пришел к своему горькому концу, когда пара ничего, кроме ненависти друг к другу, обвинений и принижений, больше не испытывала. В 2016 году Эмбер обратилась в суд с прошением о разводе, указав непримиримые разногласия как причину их развода. Актриса подняла на уши весь интернет, когда поделилась фотографиями своего лица с синяком, который она получила после якобы броска Деппом в нее телефона. Но спустя некоторое время после ее обвинений свидетели и сторонники Джонни Деппа начали делиться тем, как Хёрд лгала миру все это время. Предполагаемые друзья Эмбер, Рокки Пеннингтон и Джошуа Дрю, которые ранее покрывали подругу и лгали под присягой, сейчас отвернулись от актрисы, рассказав о манипулировании правдой, и даже утверждали, что актриса притворялась в своих травмах. Как часть досье против Деппа, с тех пор истории Хёрд начали дополняться одна страшнее другой. Однако ущерб карьере Джонни Деппа уже был нанесен, и актер столкнулся с огромными последствиями. Джонни должен был заплатить свою цену за то, чего он не делал. Во-первых, был прекращен его кастинг в крупные франшизы «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари», а студии Disney и Warner Bros. Разорвали отношения с Джонни, попросив его уйти с роли Геллерта Гриндевальда. С роли капитана Джека Воробья актера убрали молча, без разъяснения причин, а ведь это персонаж Деппа, которого он изображал с самого начала пиратской франшизы и который принес студии немыслимую прибыль. Поклонники Джонни Деппа были опустошены, когда Уорнеры решили нарушить молчание и подтвердили уход актера из франшизы «Фантастические твари» сразу после решения лондонского суда, в слушаниях которого актер проиграл. Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари». Мы благодарим Джонни за его работу над фильмами на сегодняшний день. Студия Warner ответила, когда ее спросили об их решении передать персонаж Гриндевальда, которого Депп изобразил в первых двух частях франшизы, опубликовав для его фанатов вышеозвученное обращение. Но прежде чем поклонники Джонни Деппа успели принять это сообщение и высказать свое мнение, Дисней огорошил их еще более взрывной новостью, и поклонников тоже ждал горький сюрприз. Мы хотим внести глоток энергии и жизненной силы во франшизу. Я люблю пиратов, но мы хотим двигаться в правильном направлении. Это одна из причин, по которой дуэт Риза и Верника работает над перезагрузкой. Об этом заявил руководитель производства Disney Шон Бейли. Решение об удалении Джонни Деппа из франшизы «Пиратов Карибского моря» пришло к студии только спустя 4 дня после того, как Эмбер заявила в своей статье 2018 года о том, что она была жертвой, и хотя там не упоминалось имя Деппа, Дисней решил расстаться с актером. Однако это не было полным концом для актера. Обвинения Эмбер стоили Джонни некоторых огромных потерь, таких как потеря некоторых друзей и фильмов. Но в те самые темные времена в жизни Джонни была огромная поддержка со стороны его поклонников, которые утверждают, что Депп никогда не был переоцененным человеком. Вера и поддержка его поклонников была настолько сильна, что теперь они принесли для Джонни Деппа и его фильма «Миномата» пусть и не первое, но почетное 3-е место в категории Oscar Fan Favorites. Новость оказалась в центре внимания тогда,
тогда, когда киноакадемия сообщила о фаворитах поклонников Оскара со списком, включающим некоторые известные фильмы. Оскару решили дать контроль над платформой социальных сетей и любителями фильмов, которые боролись за первое место в рейтинге популярности, и тогда решение Оскара стало кошмаром для них, так как список фильмов в таблице лидеров определенно превышал всевозможные ожидания. И тут есть о чем поговорить. Уже во время этого этапа голосования публика догадалась о некоторых фильмах, которые будут иметь место в списке. Согласно некоторым источникам Голливуда и СМИ, огромная часть зрителей очень довольна тем, что Минамата неожиданно заняла свое место на табло победителей. Почему это произошло? Все очень просто. Старания множества поклонников Джонни Деппа решили в очередной раз сплотиться и попытаться выдвинуть последний на данный момент фильм с Джонни в одной из категорий Оскара. И им это удалось. Немыслимый ажиотаж вокруг этой новости разгорелся потому, что человек, который якобы был отменен и исключен из Голливуда, вернулся на самый популярный чарт шоу-наград и киноиндустрии. Есть несколько популярных блокбастеров, например, «Человек-паук. Нет пути домой» и «Тик-так Бум», который уже получил Оскар. Список голосовавших в Твиттере за номинацию Oscar Fan Favorites включает фильмы, которые имели хорошие кассовые сборы и заняли место в сердцах своих фэндомов теперь. Почему список этих фильмов вызывает такой шум? По мнению некоторых довольно интересных источников, решение Оскара включить в программу любимый выбор фанатов – это желание соблазнить зрителей вернуться к шоу, которое видело резкий спад внимания его зрительской аудитории. От себя добавлю, чтобы увеличить интерес к церемонии Оскар, просто пригласите на нее Джонни Деппа. Хватит лукавить и прятаться за надуманными ярлыками и мнениями его бывшей. Размещенные Академией твитнули 1366 раз, и он собрал более 6195 лайков. Не считая массовой популярности, твит Oscar Fan Favorite включает в себя один такой фильм, который получил свое место и одобрение общественности, а также использовался в качестве акта мести тем, кто пытался отменить Джонни Деппа. Минамата Джонни Деппа, которая была выпущена в 2020 году, попала в список Oscar Fan Favorites и получила 3-е место. Но это не значит, что те, кто пошли против Деппа, вдруг стали счастливы этой ситуацией. Согласно сообщениям, есть СМИ и люди из Голливуда, кто обиделся и был недоволен упоминанием фильма с Джонни Деппом и теперь жалеют о своем выборе передачи власти фанатам. Представлено одно такое активное неудовольствие в статье о фильмах, которая была раскрыта вскоре после Оскара с опубликованным списком избранных поклонниками фильмов. Название статьи, которая включает Джонни Деппа, Зака Снайдера, певицу Камилу Кабелло, доказывает, что некоторые люди обижены и недовольны ситуацией, что любимец поклонников Джонни Депп наконец-то получил заслуженное одобрение. Минамата с Джонни Деппом дебютировала на Берлинском кинофестивале в 2020 году, накануне пандемии, поэтому едва ли кто-либо из людей успел его увидеть в принципе. В июле прошлого года режиссер фильма Эндрю Левитас обвинил Метро-Голдвин-Майер в попытке похоронить его фильм из-за глубины громких судебных баталий главного героя ленты Минамата Джонни Деппа из-за утверждений его бывшей жены, что также лишило Джонни Деппа его роли в 3-м фильме о фантастических тварях. Это действительно показывает, как поклонники перетащили Джонни и его фильм Минамата в десятку лучших фильмов Оскара. Это был выбор фильма, который мертв незаслуженно. Это не о популярных фильмах. Но поклонники Джонни Деппа, прилагая все усилия, доказали это на церемонии Оскара. Поклонники хотели, чтобы Джонни любой ценой получил заслуженный Оскар и просто использовали свои навыки для продвижения проекта и человека, успеха которого они больше всего хотели добиться. Действительно, такого рода неуемная преданность стала единой валютой в социальных сетях, особенно в Твиттере, где даже относительно небольшие фэндомы могут сгенерировать приливные волны цифрового гула. Это никого не должно было удивить, ведь Академия, которая желала повысить лояльность зрителей к своему торжеству, угадала с инициативой дать фанатам возможность голосовать за любимые фильмы, которые на самом деле могли и не отражать всю широту популярных кино 2021 года. Поклонники Джонни не дали опорочить и оклеветать глубину фильма Минамата. Это история искупления не только Голливуда, но и Джонни, который исполнил в фильме роль Юджина Смита, американского военного фотографа журнала Life. Все на самом деле должны были подумать и проголосовать за Минамату ради большой волны поддержки, а также ради отправленного голливудской индустрией в какое-то забвение Джонни Деппа. Это решение также стало бы поддержкой самого фильма, которому не хватило внимания и в котором рассказывается о реальных событиях городка Минамата. Ведь это настоящая история, что рассказывает о страданиях и показывает нам ошибки, которые мы не должны повторять ради общего блага наших потомков. Юджин Смит – настоящий герой.
кто преодолел страх и показал миру последствия наплевательского отношения к окружающей среде. Но несмотря на всю критику и обвинения, которые попытались сохранить за Джонни Деппом и попытки оставить Минамату вне номинаций, фильм все же был номинирован на Оскар за феноменальную игру актеров и безоговорочную поддержку и любовь поклонников Джонни Деппа. Спасибо, что досмотрели до конца. Прошу поддерживать канал монеткой по ссылке в описании. Держите кулаки за победу Джонни Деппа и распространяйте хэштег Justice for Johnny Depp и хэштег Justice for Johnny Depp Virginia 2022. Не забудьте посмотреть мой плейлист Джонни Депп против Эмбер Хёрд, который я создал специально для вас. Ссылка в конце этого видео. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.